И снова здравствуй, мой дорогой зритель. Казалось бы, CS2, как и ее разработчики, ничем уже не могут нас удивить. И тут опять. Сегодня мы затронем новые утечки и очередные приколы от Valve. Так что приготовились внимательно слушать, смотрим спонсора и погнали. Представляю вашему вниманию Wild Drop, где помимо различных кейсов вы можете открыть и бесплатные, которые становятся доступны, пополняя баланс на сайте. Но самый интересный вид кейсов на Wild Drop является бонусный, где можно открыть три варианта. Это серебро, золото и черное золото. Суть проста. Вам рандомно выбиваются 5 кейсов и по 5 скинов из каждого. В моем же случае опыт оказался удачным. Ну а если же вам не понравился какой-либо скин, то всегда можно его закинуть в контракт или же апгрейд. Также на сайте есть и бонус-бокс, где вы можете выбить различные скидки и даже случайные предметы, включая нож. Ну а для дополнительного прокрута можете использовать мой промокод. А еще при пополнении вы можете использовать уже второй промокод, который дает 40% к депозиту. Ссылочка будет в описании. Ну что же, начну сразу с наболевшего. Дело в том, что я уже описывал ситуацию в своем телеграм-канале, но чуть поподробнее расскажу и здесь. С последним обновлением разработчики вновь раскрошили в хлам оптимизацию игры, из-за чего вернулся мертвый фриз у тех, кому повезло избавиться от него с обновлением от 8 марта, которым исправили ошибку многопоточной обработки. Да, я знаю, не всем тогда помогло данное обновление, но все же весомая часть игроков от него почти полностью избавилась. Да, это не панацея и по-хорошему нужно уже менять ПК. Однако вы только вдумайтесь, последнее обновление всего в каких-то 50 мегабайт, которое, между прочим, должно было фиксить совсем другое, в итоге что-то сломало, и это зло в виде фриза в игре вернулось. Благо, оно все же по сравнению с тем, что было до 8 марта, встречается редко. Но черт побери, вроде как с движком Source 2 такие приколы, по их мнению, должны были исчезнуть. И в итоге мы получаем ровно ту же ситуацию, как и в CSGO. Даже не удивлюсь, что именно из-за этого обновления и случились какие-то неполадки с компом на мейджоре, так как организаторы вроде как сказали, что игра проводится на последней версии игры. Что ж, это очередной косяк и камень в огород разработчикам. И по ходу обновления с фиксами мы получим уже по завершению самого турнира, возможно, даже вместе с новоиспеченными наклейками победителей. Но все же мы прекрасно знаем, как они любят задерживать. Ну а далее давайте пройдемся по новым утечкам. Ну как по новым, как оказалось старым, но о них до сегодняшних дней никто не говорил. Пользователь социальной сети X под ником Ангел, который еще и по совместительству является создателем карты ночного Инферно в мастерской, выложил интересный пост о том, как могла выглядеть карта Инферно. Ну и, соответственно, приложил изображение для сравнения. Оказывается, разработчики изначально планировали немного другой вид этой карты. И как впоследствии выяснилось, это действительно так. Ну а посмотреть все это удалось при помощи старой физической коллизии, которая генерируется движком Source 2 на основе вершин и полигонов модели. Остается лишь главный вопрос: где он ее раздобыл? Как оказалось, все куда смешнее и проще. Она до сих пор лежит в игре, что однажды может, кстати, сыграть злую шутку, ведь данная коллизия до сих пор связана с этой картой. Ну а что же касается визуала, то раньше карта выглядела более детализированной и имела новые проходы. Но это если, конечно, основываться на моделях коллизии, ведь помимо них на карту еще и самостоятельно выставляются некоторые блоки, которые могут закрывать тот или иной проход. Поэтому, ребята, все неоднозначно с этими проходами. В любом случае, я уже разобрался, как это дело все вытащить. И если ситуация вдруг повторится в будущем, мне будет проще вам все это продемонстрировать. Тем более, что вроде как карту Train готовят для CS2. Ну а теперь же немного про утечки, с которыми столкнулся непосредственно я. Вы уже прекрасно знаете, что звания в соревновательном матче распределяются по картам. Мол, на каждую карту свое звание. Но оказывается, старую систему, которая работала еще в CSGO, никто не отключал. И ее все так же можно вывести в свой мини-профиль в игре. Данные хранятся на дата-серверах, как и присутствует подключение к ней. А
Однако звания она не выдает, но продолжает записывать результаты. Тут на самом деле вариантов очень много, начиная от банального «забыли отключить старую систему» до возможного появления в будущем общего звания на все карты, как это было раньше в CSGO. Или вообще будет вестись учет при условии получения звания на всех картах. Ну и как вы понимаете, все это пища для вашего размышления, не более. Также я решил проверить, работает ли система званий от запретной зоны. В итоге, как выяснилось, ее же они полностью отключили. И вы знаете, иногда складывается впечатление, что разработчики работают в полевых условиях. Иногда, внося новые функции в игру, где-то забывают затереть старые. Ну а по примеру движка Source 1, путь этот очень тернистый и ведет только в одну сторону. Да, вы все правильно поняли, к жалобам о том, что код в игре очень запутанный. Ну а нам же с вами остается лишь наблюдать за ситуацией и ждать, когда разработчики начнут стабильно выкладывать интересные обновления, параллельно фикся игру. Ведь после завершения текущего мейджора начнется вовсю подготовка ко второму крупному турниру, который пройдет тоже в этом году. Ну а на этом у меня все. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!